В эфире информационная сводка. В Киевском суде произошел теракт. Подсудимый взорвал 3 гранаты. Взрыв произошел в Шевченковском райсуде Киева. Мужчина взял конвоиров в заложники. До этого были слышны звуки перестрелки. Гранаты взорвал бывший боец батальона СИЧ МВД Украины Игорь Гуменюк. В 2015 году, когда Рада утвердила поправки Конституции о децентрализации, у здания украинского парламента начались столкновения между протестующими и силовиками. Тогда, напомним, погибли 4 человека, еще 140 были ранены. Гуменюк обвиняется в участии в этом теракте. Он бросил в силовиков боевую гранату. Грузия не будет не только передавать Саакашвили Украине, но и даже вести об этом консультации. Об этом заявил глава правящей партии Ираклий Кабахидзе. Заявление Украины с требованиями передать Саакашвили он назвал оскорбительными. Русские хакеры из Солнцепёка смогли сорвать всеобщую мобилизацию на территории Украины. В результате кибератак была уничтожена целая сеть базы данных Госслужбы статистики. С ее помощью ВСУ искали призывников. Теперь же система практически уничтожена, серверы не работают, с компьютеров сотрудников все удалено, а процессы, благодаря которым служба взаимодействовала с ВСУ, поломаны. Пока неизвестно, получится ли восстановить данные. Также хакеры обнаружили списки военной техники. Она была поставлена Норвегией, Литвой и Польшей. В документах была опись неработающего, поломанного и прочего оборудования. Бывший бригадный генерал немецкой армии назвал долгосрочные военные цели Украины недостижимыми. В интервью ZDF Вольфганг Рихтер заявил, что ВСУ имеет трудности на поле боя, так как русские больше не повторяют ошибки и хорошо защищены минными полями, мощной артиллерией, танками и противотанковыми силами. Ранее Washington-Post писала, что в Киеве к осени мечтают занять значительные территории, разместить ракеты у Крыма, продвинуться на восток, а до конца года хотят начать переговоры с Москвой. Глава Минобороны Украины признал, что российские средства РЭП могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением РСЗО «Хаймерс». Алексей Резников заявил, что боеприпасы с GPS-наведением для артиллерии, а также РСЗО были очень точными, но российские системы радиоэлектронной борьбы находили способы их подавить. Глава Минобороны Британии Бен Уоллес не смог стать главой НАТО из-за того, что он слишком сильно поддерживает Киев. Об этом пишет издание «Телеграф» со ссылкой на источники, отмечая, что Уоллес был фаворитом среди кандидатов на этот пост. Но Белый дом и Париж выступили против. Накануне Столтенберг заявил, что останется на посту генсека НАТО еще на год, до 1 октября 2024 года. Обучение украинских пилотов начнется в августе. Об этом сообщила Минобороны Британии. В ведомстве уточнили, что участие в обучении примут до 20 пилотов ВСУ. Экс-депутат Европарламента обвинил Киев в провокации на ЗАЭС. Зеленский с НАТО готовит страшную провокацию в Запорожье. Об этом возмутился Флориан Филиппа. По его словам, украинский президент планировал совершить провокацию в преддверии саммита в Вильнюсе, чтобы побудить НАТО к новым поставкам оружия. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси опроверг заявление о том, что вооруженные силы России заминировали электростанцию.